Вы когда-нибудь замечали, что есть такие люди, которые берут идеи из ниоткуда? Такие люди, которые фонтанируют идеями. А потом, благодаря своим идеям, они меняют свою жизнь и жизнь других людей. И это не случайность. Это энергия один, маг. Это создатели, это мыслители, это энергия новатора, это энергия творца. Это те люди, которые замечают возможности, где другие просто их не видят. Это те люди, которые видят перспективы, когда другие рядом с ними просто заходят в тупик. Всем привет! С вами я, Екатерина Морозова, и сегодня я вам расскажу в этом видео про энергию номер один. Я вам расскажу, кто такие маги, в чем их суперсила и почему именно это те люди, которые способны создавать новое будущее. Это видео будет полезно и вдвойне интересно тем, кто родился 1 числа любого месяца или в январе. А если вы родились 1 января, то это видео и для вас, и про вас. Кстати, создательница матрицы судьбы Наталья Ладини тоже родилась 1 числа. Итак, энергия 1, маг. Поехали! Давайте еще раз закрепим, что первая энергия – это энергия Творца, это энергия Создателя, это энергия мыслителя, это энергия новатора, это энергия людей, которые генерируют идею или которые генерируют разного рода идеи, да, во множественном числе. Потому что, конечно, люди с первой энергией, как правило, одной идеей не ограничиваются. Люди, обладающие первой энергией, это люди, которые обладают таким аналитическим умом, они обладают развитой интуицией, им интересно все. Они очень любознательны, они очень внимательны, они очень сообразительны, они очень наблюдательны. Их интересует все вокруг. Они смотрят на жизнь с широко открытыми глазами. Их интересует мир, их интересуют другие люди, их интересуют процессы. Ну и, конечно, они занимаются глубоким изучением и самих себя в первую очередь. Они могут подолгу оставаться наедине, и вот с этими идеями, которые они из окружающего мира впитали, вот с этими идеями работать. Эти идеи дальше анализировать, структурировать и воплощать в жизнь. Вот это вот очень важная характеристика людей с первой энергией, маг. Им не просто интересно что-то сгенерировать в голове, про что-то подумать, про что-то интересное, хотя и это тоже. Но они еще обладают уникальной возможностью, уникальным талантом, вот все идеи, которые у них есть в голове, они воплощают их в жизнь. Но это на самом деле уникальная возможность. Во-первых, идеи замечать это не так просто. Бывают люди, которые просто не видят возможностей, не видят перспективы, не видят идеи. Что-то интересное. Ладно, прикольно. Пройду мимо. О, что-то мне в голову пришло. Другой подумает, ладно, не получится. В общем-то, из этого ничего не выйдет. Это не про магов. Маги, конечно, идеи впитывают, они как губка из окружающего мира черпают идеи. Внутри них там бесконечные сокровища там, полезных ископаемых, сотканных из этих идей. Это вот очень важно. То есть они эти идеи видят, они видят возможности, они видят перспективы. Но вот как раз второй пункт, вторая такая их основная характеристика, они не просто вот эти идеи видят, они хотят вот эти идеи воплотить в жизнь. Им от этого классно, они от этого загораются. И, в общем-то, это составляет суть этой энергии. Потом, я вам уже сказала, что это люди чрезвычайно наблюдательны. Они любознательны, они открыты ко всему новому. Поэтому вот как раз они могут и долго над этими идеями работать, и в одиночестве работать. Их одиночество
совершенно не тяготит, ну и потом какое-то одиночество, если их голова полна вот этими проектами, задумками, всем тем, что скоро они воплотят в жизнь. И они действительно воплощают. Они из теории переходят к практике, и каждый там в своей области, но идеи вот эти вот реализует. Это может быть бизнес, это может быть творчество, это могут быть разнообразные проекты. Потом, конечно, маги, они очень интуитивны. Их интересует психология, их интересует эзотерика, вот, самопознание, саморазвитие. Для них это очень необходимо. Потом, что касается магов, интуиция. Вот это вот интуиция, они к ней прислушиваются, они очень чувствительны. Но маги – это очень независимые товарищи. Это те люди, которые понимают, куда они идут, зачем они идут, они понимают, для чего они что-то делают. Ну и, конечно, им нравится быть независимыми. Они не любят, когда их загоняют в рамки. Если им нужны рамки, они сами для себя их создадут. Но если это рамки, какие-то ограничения, какие-то лимиты, границы, которые приходят извне, ну, пожалуйста, не блокируйте магов вот этими преградами. Они рамки не любят, они запреты не любят. Поэтому если вы сами маг, который родился 1 числа или в январе, то вы это хорошо понимаете. А если у вас есть друзья, знакомые, близкие, любимые вам люди, которые энергией мага обладают, ну, имейте в виду, это очень независимые люди, и вы можете испортить с ними отношения, если вы будете заставлять их жить по вашим правилам, или если вы будете их в чем-то ограничивать. Ну, вот так вот. Что касается общего описания, да, энергии, имейте это в виду. Это те люди, которые идеи любят генерировать. Это те люди, которые идеи умеют и любят воплощать в реальность. Это люди, которые обладают сильным умом, развитой интуицией, любознательны, наблюдательны, интересуются психологией, самопознанием, саморазвитием, эзотерикой. И это очень независимые люди, которые любят жить и действовать по своим правилам. Ну что, есть среди вас маги? Или, может быть, у вас среди друзей есть маги? Пишите в ваших комментариях, отмечайтесь, расскажите мне, какие качества у вас есть из того, что я описала. Вообще среди вас есть те люди, которые вот эти вот возможности чувствуют, которые вот эти вот перспективы видят, которые генерят идеи, умеют находить нестандартные решения, а потом через разного рода проекты свои идеи воплощать в жизнь. Напишите в комментариях, кто из вас маг, или у вас, может быть, есть какой-то близкий, знакомый, коллега по работе маг. Мне будет очень интересно. Это очень увлекательно, на самом деле, почитать, что вы мне напишите. А что касается магов, если вы являетесь магом, вот этим создателем, творцом, или если у вас есть друзья-маги, я хочу вам сказать следующее, чтобы так зафиналить это видео про энергию номер 1. Вы должны всегда своим идеям доверять. Вы должны их любить, вы должны их холить и лелеять. Вы должны всегда проявлять вашу индивидуальность, ничего не бояться. И что касается идей, ваших мыслей, все, что вы себе нафантазировали, намечтали, вы должны это смело из теории переводить в практику. Передавайте также с удовольствием, с большой любовью ваши знания другим людям.
у вас эти знания есть. Создавайте новые проекты, проявляйтесь в бизнесе, в каких-то творческих проектах или в тех проектах, которые вам интересны. Привлекайте других людей, создавайте эти проекты и для себя, и для других людей. Помогайте другим людям. В общем, смело кайфуйте от ваших идей, от ваших замыслов. Наслаждайтесь всем тем, что вы в этой жизни реализовали. Мечтайте о том, что вы в этой жизни еще реализуете. Поэтому чем ярче вы будете проявляться, чем ярче вы будете проявлять свою индивидуальность, чем смелее будут ваши мечты, чем масштабнее будут ваши проекты, тем круче, с классным таким масштабом, качеством, со знаком плюс будет проявляться в вас энергия мага, энергия номер 1. На этом я видео, которое посвящено первой энергии, уже хочу заканчивать. Но на этом с вами не прощаюсь, потому что энергия номер 1, маг, мы еще уделим внимание. А на данный момент пока-пока и обязательно до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся совсем скоро.